Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу, как сделать вот такие роскошные бархатные елочные украшения. Поделюсь с вами своим уникальным способом крепления непослушной стразовой сетки, чтобы процесс изготовления такой игрушки стал максимально простым и приятным. Для работы использую пластиковую заготовку из двух частей. Яйцо размером 8 см, у половинки край которой попадает внутрь, с помощью длинногубцев его полностью убираю, чтобы сохранить форму заготовки после оклеивания бархатом и не расширять ее примерно на 4 мм. Ушко на этой половинке я также убираю. Этот этап можно пропустить. На некоторых формах не слишком заметно то, что заготовка по окончании работы стала шире. Больше всего это заметно на шарах. Снимается этот край довольно быстро, главное не спешить. Используем эластичный бархат. Укладываем ткань так, чтобы она растягивалась поперек. Отмеряем необходимый размер. У меня это 12 на 13 сантиметров. Ворс на ткани должен смотреть вниз. Такая заготовка, как и шары, одна из самых простых заготовок для оклеивания. Подклеиваем низ. Оклеиваем ушко. Вначале снаружи. Затем внутри. Одновременно натягиваю бархат с обеих сторон. Зажимаю пальчиками. Добавляю немного клея. Приклеиваю. Таким же образом приклеиваем оставшиеся 4 уголка. Натягиваю ткань, разравниваю все складочки и приклеиваю. Срезаю лишний бархат. Для украшения используем декоративную сетку со стразами. В сочетании с темным бархатом она выглядит просто роскошно, очень красиво переливается и сверкает. Отмеряем необходимый размер. Берем длину примерно на 2 см больше с каждой стороны, чем сетка укладывается по длине заготовки. Отрезаем. Ширину измеряем по самой широкой части заготовки так, чтобы сеточка была слегка растянута. Крепить сетку я буду на двусторонний скотч.
Закрепим его на бархате. Приклеиваем по краю. Хорошенько прижимаем. После этого снимаем защитную ленту. Укладываю сетку ровно. Немного натягиваю боковые стороны. Закрепляю. Затем постепенно двигаюсь вверх. Стразы, которые находятся на краю, мы либо оставляем снаружи, либо подклеиваем внутрь. Стразы не должны остаться на стыке двух заготовок, иначе они будут мешать при их склеивании. Все такие стразы я стараюсь убрать внутрь. Проверяем, чтобы на стыке все было ровно и не попали стразы. Вклеиваем шнур или ленту. Склеиваем две заготовки между собой. Украшать игрушку я буду золотистой лентой, напоминающей кожу. Она мягкая, эластичная и прекрасно смотрится. Приклею шапочку. И дополнительно украшу работу бантиком из полимерной глины. Заполняю силиконовый молд глиной. Аккуратно вытаскиваю бантик. Глина должна полностью высохнуть. Высохшие заготовки покрою золотистой краской. Так как глина материал довольно пористый, может понадобиться не один, а 2-3 слоя. Приклеиваю двусторонний бантик.
Роскошные бархатные елочные игрушки готовы. Несмотря на кажущуюся сложность, это одна из самых простых работ из бархата, которую я делала. Благодарю за внимание, скоро увидимся, пока!